Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Давайте сделаем с вами сегодня общий расклад на тему кармические отношения. Посмотрим, являются ли отношения с загаданным человеком кармическими, какие уроки вы должны из них вынести и вообще, что они вам принесут. Да, разберем эту тему. У нас будет 3 позиции. Первая, вторая и третья. Выбирайте свою. Загадывайте человека или троих. Тайм-код будет в описании под видео. И начиная с первой позиции, давайте будем смотреть. Кому нужно, можно поставить на паузу, для того, чтобы выбрать свою позицию. Итак, кармические отношения. Первая позиция, единички. Давайте посмотрим, были ли вы с загаданным человеком знакомы в прошлой жизни. Являются ли ваши отношения кармическими? Были ли вы знакомы в прошлой жизни? Да, вы были знакомы, и нужно сказать, что здесь, вы знаете, здесь такое ощущение, что вы шли и до чего-то не дошли. Вы были знакомы, у вас была возможность развивать ваши отношения, но вы как будто бы остались каждый сам по себе, да, то есть вы не стали фактически парой, которая может перерасти во что-то большее, да, то есть парой, которая может создать семью, родить детей. Поэтому здесь, вот знаете, вот какое-то движение вперед есть, но движение было такое достаточно медлительное. Давайте посмотрим, какие ошибки вы совершили. Но здесь, скорее всего, те ошибки и есть, что вы парой не стали. Сейчас посмотрим. Какие ошибки? Да, совершенно верно, отшельник. Вы знаете, вы не создали вот эту пару, вы не создали отношения, как будто бы, знаете, вот семерка мечей – это состояние, когда нужно что-то скрывать, когда нужно что-то утаивать. И вы предпочли не раскрывать какие-то тайны. Причем, вы знаете, я не могу сказать, что здесь был треугольник, да, но у кого-то здесь был треугольник, у кого-то были просто отношения, которые вы не хотели афишировать. И развития вашим отношениям вы не дали. А что было между вами вообще в прошлой жизни? Что было между вами? Здесь другой мужчина стоял, вот большинство, да. И знаете, здесь как будто не решились на что-то более серьезное. Здесь вы не дошли до создания пары. Здесь такое ощущение, что какой-то более смелый мужчина, он опередил вашего партнера. И вы фактически вот шли, не дошли. Тот, на кого вы сейчас смотрите, он оказался таким менее расторопным, более медлительным. Какие уроки вы должны сейчас вынести из этих отношений? Что вы должны исправить? Что вы должны исправить? Какие уроки должны пройти? Ну, вам важно понять, что вы друг друга дополняете, да, то есть ваш союз, он будет основан не просто на создании вот именно пары, да, не просто на создании союза, а здесь, знаете, вот открытые дороги, здесь может быть сотрудничество, здесь может быть партнерство, когда вы друг другу преподносите какие-то уроки, да, то есть вы должны друг у друга чему-то научиться, вы друг друга дополняете. То, чего не хватает вам, дает вам ваш партнер. То, чего не хватает ему, вы даете ему. Понимаете, здесь вы учителями друг другу идете, и у вас на самом деле дороги открыты. Здесь вам важно не прекращать это общение, да, здесь, причем, вы знаете, у многих здесь отыграются, ну, у кого-то вот именно отношения как пары, но у кого-то, повторюсь, это могут быть вот партнерские отношения, когда вы как друзья, когда вы по работе чем-то связаны, да, здесь я кубковых карт мало вижу, здесь в основном вот такое, что друг другу вы идете в первую очередь учителями, здесь не обязательно создавать пару, сейчас мы посмотрим, к чему это приведет, если вы уроки пройдете. Не обязательно создавать пару, здесь самое главное не расходиться в разные стороны, потому что вы друг друга чему-то учите. Ну, у всех свое, давайте уточним, что у большинства чему вы друг друга учите. Какие здесь уроки? Спокойствию, терпению.
мужчина рядом с вами обретает такую вот, знаете, стабильность, уверенность в себе. И учитесь уступать друг другу, учитесь заботиться друг о друге, учитесь вот именно, знаете, слушать, слышать, оказывать вот эту заботу, да, уже сказала. И благодаря вот этой заботе обретать состояние спокойствия, стабильности и уверенности в себе. А что будет между вами, если вы пройдете вот эти уроки, если вы придете к этому партнерству? Причем, вы знаете, вот повторюсь, здесь вы можете друг другу быть не только вот любовной парой, да, не только любовниками, не только партнерами, а еще и просто друзьями, коллегами, партнерами в различных делах. Вам главное не прекращать общение. К чему вы придете, что будет между вами, если вы усвоите вот эти уроки, исправите ошибки. А здесь все в ваших руках будет, здесь все зависит от вас. Да, возможно, пара между вами, да, император. Здесь мужчина. Но здесь опять же, смотрите, здесь многое в ваших руках. И если вы научитесь его поддерживать, да, если вы придете к этому партнерству, здесь такое ощущение, что не хватило смелости, да, он был несколько нерасторопен, и ему нужна была ваша поддержка, уверенность в том, что вы поможете, что вы не бросите, что вы ему вот именно дадите эту необходимую энергию. И в этот раз, смотрите, вам важно понять, что многое зависит от вас, потому что если вы не окажете вот эту поддержку ему в плане уверенности, да, в плане помощи, в плане того, что я помогу тебе стать императором, не бойся, я тебя поддержу. Здесь могут оказаться, опять же, третьи лица, либо которые окажут ему эту помощь, которая ему нужна, да, то есть здесь треугольник будет со стороны партнера, у вас появится соперница, либо же окажется какой-то более шустрый опять мужчина, да, то есть непройденный урок. Почему в прошлый раз не дошли до этого? Кто-то более шустрый, более проворный оказался и не позволил ему занять вот это вот место императора. И в этот раз тоже важно не допустить того, чтобы третьи лица вмешались, потому что, судя по всему, они будут. Судя по всему, здесь будут вот эти третьи лица, они будут еще раз испытывать вас и ваши отношения на прочность, но важно этого не допустить, а уметь друг друга поддержать и не отступать, не пасовать перед трудностями. Вот такая первая позиция. Благодарю единичек за просмотр. Давайте перейдем ко второй позиции. Посмотрим кармические отношения у вас. Итак, были ли вы знакомы в прошлой жизни? Являются ли ваши отношения кармическими? Были ли вы знакомы в прошлой жизни? Да, вы были знакомы. Причем, скорее всего, был актуален вопрос семьи. Здесь была семья, возможно, вы были семьей, да, с тем мужчиной, на которого вы смотрите, но был также другой мужчина с вашей стороны, у того, на кого вы смотрите, был соперник. А какие же ошибки тогда вы допустили в отношениях? Что было между вами? Так, что было между вами? Бурно развивались отношения, но в определенный момент разочарования зашли в тупик. И, скорее всего, искали вы помощь, поддержку в лице вот этого кубкового короля. Какие ошибки вы совершили? Какие ошибки вы совершили? Да, вы либо предпочли соперника, либо же он вмешался в ваши отношения, поэтому да. Ну здесь смотрите, вы предпочли соперника, и, соответственно, тот мужчина, на которого вы смотрите, он выбрал другую женщину, да, то есть здесь дашь на дашь. Но изначально здесь ваша была вина, у вас идет другой мужчина. И
Знаете, в определенный момент вместо того, чтобы идти вперед, вы остановились. Вы просто, вот ваши отношения, они как будто бы зашли в тупик, да, то есть никуда они не стали дальше двигаться. Двигались к цели. Причем, повторюсь, здесь мог быть вопрос прям вот семьи, да, либо дошли до брака, до совместного проживания, либо же к этому стремились, но в определенный момент прям вот затормозили из-за разочарований, из-за того, что не хватило эмоций. У вас появился другой мужчина, у него, соответственно, другая женщина. А что вам нужно понять, какие ошибки вам нужно исправить сейчас? Какие ошибки нужно исправить, что сделать нужно? Важно понять, что все в ваших руках, нужно стараться для отношений. Нужно не погружаться в это болото, когда становится скучно, а понять, что дело рук утопающих, точнее, спасение утопающих, это дело рук самих утопающих. Все в ваших руках. Скорее всего, в прошлый раз вы прям озвучили свое решение, то, что вот ты знаешь, ты мне не интересен, и я хочу быть с другим мужчиной. Вы это озвучили. Вот на сегодняшний день важно понять, что нужно держать в секрете. Здесь даже если вы чем-то заинтересованы, да, и это что-то подлежит сокрытию, да, вот информация какая-то, утаиванию, здесь вот именно эту информацию, которая может стать разрушительной, ее действительно важно утаить. Но когда вы заходите в состояние такого болота, да, когда вас перестает что-то радовать в отношениях, вам важно понять, что нужно двигаться дальше, да, то есть поливать свой огород, лить воду на свою мельницу, потому что огород, чтобы ваш был зеленее, а не соседский, чтобы ваша мельница хорошо работала, да, а не соседская. Вам важно вот какие-то моменты не озвучивать. Здесь, скорее всего, вот как только у вас появился вот этот вот товарищ, да, который вас сумел заинтересовать больше, чем партнер, вы сразу же прям выложили все карты на стол. Ты знаешь, я полюбила другого, я ухожу. Ну и, соответственно, все отношения застопорились, у него появилась другая. Но вам важно понять, что в те моменты, когда наступает апатия, нужно свои отношения возрождать, воскрешать и стараться их приукрасить, да, и какие-то мысли свои здесь не нужно прям на показ выставлять, да, а сначала в себе их проверить, действительно ли мне стоит их озвучивать. Но в вашем случае их ни в коем случае озвучивать не стоит. Давайте посмотрим, что будет между вами, если вы пройдете этот урок, да, если вы исправите ошибки, что будет между вами. Правосудие. О, страшный суд. Ну, как правило, правосудие, страшный суд, это, знаете, юридические аспекты карты, когда мы говорим о заключении брака, да, у кого-то заключение брака, у кого-то расторжение брака, но здесь чаще вот в положительную сторону все меняется, да, как вторая попытка, второй шанс дается. Для тех, кто не в браке, у того однозначно будет заключение официальных отношений, да, официального союза, и трудности вы преодолеете через мудрость, через получение каких-то уроков. Ну, мужчина изображен здесь с рогами, да, судя по всему, какой-то роман на стороне у вас может появиться, но дело в том, что вашим отношениям, да, с загаданным человеком будет дан второй шанс. К чему придете, пройдя эти уроки? Ну, здесь, да, здесь такое ощущение, что вас прям тянет налево, понимаете, вас прям тянет. Да, тайные отношения будут обязательно. Но, вы знаете, не исключаю того, что вот в тот момент, я не могу сказать, что вы всецело прям пройдете этот урок. Здесь у вас постоянно будут эти искушения. И вы знаете, если далеко зайдете, у вас может появиться соперница, да, то есть здесь такое ощущение, что двойная череда вот этих испытаний, экзаменов для вас. И если даже сейчас вы этот урок усвоите, в дальнейшем у вас будут, как, знаете, переэкзаменовки, проверки на прочность. А действительно ли ты все это усвоила? Но, судя по всему, здесь без тайных отношений, да, без отношений на стороне, без романов на стороне, хотя бы флирт, хотя здесь не флирт, здесь полноценная связь тайная, да, без этого вам не обойтись. Вам просто важно понимать, что
Свои отношения лучше возрождать. Не искать вот эту перчинку, вот этот огонек где-то на стороне, а вот именно согревать свои отношения. Вот такие у нас двоечки. Благодарю второй вариант за просмотр. Буду рада и благодарна за обратную связь. Итак, идем к третьей позиции. Кармические отношения у троечек. Так, были ли вы знакомы в прошлой жизни? Являются ли ваши отношения кармическими? Были ли вы знакомы? Да, ну здесь прям колесо фортуны. Ой, ну прям вот везде треугольники. Скорее всего, у вас было два мужчины, да, идет мечевой король, то есть мужчина между вами, но, тем не менее, общение между вами, здесь такое ощущение, что случайно познакомились, у вас есть другой мужчина, помимо того, на которого вы смотрите, да, то есть в прошлом, но ваше взаимодействие с тем партнером, на кого смотрите, оно обречено на продолжение, да, то есть вы здесь все равно продолжаете общение, как соседи, как коллеги, как там друзья друзей, еще что-то. Давайте подробнее, что было между вами, троечки, что между вами было в прошлой жизни. Выбор, сложность выбора, застряли вы как будто перед выбором. Не смогли договориться. Да, вы выбрали другого мужчину, причем, скорее всего, вы его выбрали просто вот в мужья. И тот, на кого вы смотрите, он на вас просто обиделся, просто разобиделся. Скорее всего, между вами даже был какой-то конфликт. Какие ошибки были совершены? В чем ошибка? В том, что ушли. Вы знаете, такое ощущение, что вы сделали выбор не сердцем, а сделали как проще. Тот, кого вы выбрали в прошлой жизни, он был либо более влиятельный, либо более состоятельный. Но между вами, скорее всего, треугольник и был. Между вами треугольник и был. Было. Да, вы ушли туда, где легче, вы ушли в те отношения, которые дарили вам стабильность. Вы не захотели решать проблемы, вопросы с тем мужчиной, на которого вы смотрите сейчас, да, и ушли в более такие перспективные для вас отношения. Какие ошибки вы должны исправить, какие уроки вы должны вынести на сегодняшний день из этих отношений? Нужно уметь мириться. Здесь, скорее всего, конфликт между вами в прошлом повлиял на ваш выбор, на то, что вы выбрали другого мужчину. Важно уметь мириться и ценить, сохранять то, что вам дорого, не отдавать то, что по праву принадлежит вам, то, к чему у вас лежит душа. Легче относиться ко всему и уметь, знаете, вот лавировать между трудностями, огибая острые углы. Просто, вот знаете, научиться мириться, научиться защищать то, что вам дорого, и восстанавливать отношения. Вот какая бы ссора ни была, если человек вам дорог, миритесь, не отдавайте никому свое родное, свое то, что сердцу дорого. И что будет между вами, если вы усвоите эти уроки, исправите ошибки? Что будет между вами в текущей, в нынешней жизни? Четверка мечей. Ну, вам еще ряд уроков предстоит пройти. Вы знаете, вот усвоив эти уроки, вот прям как во втором варианте, у вас будет некая пауза для того, чтобы... ну, так скажем, восстановить силы, но восстановление сил идет перед очередным уроком, да, то есть еще будут испытания, как, знаете, как госэкзамен, да, как такой очередной этап, когда вас проверяют еще раз на прочность, насколько вы готовы действительно защищать и беречь то, что вам дорого. Еще будут испытания. Здесь не так-то просто. Видимо, накосячили сильно, хотят убедиться высшие силы в том, что действительно вы готовы стоять горой за то, что вам дорого. Что будет? Почему-то страхи. Вы знаете, такое ощущение, что и в этот раз вы не доборетесь. Но если доборетесь, если победите страхи, если решите то, что да, я готова стоять до конца,
то титул императрицы, статус императрицы, законной супруги, любимой, счастливой женщины, все это вам обеспечено. Поэтому достойно проходите уроки, исправляйте ошибки, будьте готовы к еще одним испытаниям, да, просто не будет. Те же самые испытания, скорее всего, и будут, да, бороться, защищать то, что на самом деле вам дорого, и будет вам награда. Страхи будут вас преследовать. Будет такая ситуация, когда вы опять запутаетесь, либо встанете перед выбором. Но если разберетесь в себе, то останетесь императрицей, любимой, счастливой. И императрица, как всегда, она у нас при деньгах, да, как правило. Поэтому не бойтесь защищать то, что вам дорого, то, что лежит, вот именно то, к чему лежит ваше сердце. Благодарю всех за просмотр. Буду рада и благодарна за обратную связь. До встречи с вами в новых видео.